Привет, друзья, с вами Лада. Ну что, лето в самом разгаре? Напишите, делитесь в комментариях, как у вас с погодкой. Лето– это особенная пора, когда можно и нужно носить яркие украшения. И в этом видео для любителей плетеных украшений я вам покажу вариант плетения вот такой яркой, вкусной брошки-арбузик. Если вам тема интересна, то присоединяйтесь к процессу. Для этой брошки я накрутила тонкие трубочки, тоньше моих обычных, аж почти в 3 раза. Здесь спицу я использовала 0,8 мм в диаметре и ширину полоски брала 4 см. Так как я использовала остатки бумаги, то здесь у меня получились трубочки не все одинаковые длины, все, что можно, я сюда и использовала. Для покраски трубочек я использовала следующие материалы: это лак, колер, зеленого колера у меня не было, я взяла акриловую краску и эмаль белую для радиаторов, для покраски некоторых трубочек в белый цвет. И заранее за камерой я развела 3 раствора: красный, зеленый и белый. Я показывала в своем отдельном видео, как я делаю эти растворы, в каких пропорциях. Если кто не смотрел, обязательно посмотрите, ссылку оставляю в верхнем углу видео в подсказках и в описании под этим видео. Далее я трубочки крашу в эти цвета. Сначала партию трубочек крашу в красный цвет, для этой брошки их понадобится большее количество. Далее я крашу трубочки в зеленый цвет, их понадобится чуть меньше. Ну и далее последняя партия у меня идет, крашу в белый цвет, их понадобится совсем-совсем чуть-чуть. Трубочки покрасила, слегка они подсохли, и вот что у нас получилось. Трубочки получились яркого цвета, потому как колер я брала достаточно густой, фирмы Polish. Вообще советую густые колера брать. Если, конечно, у вас они в наличии в магазинах есть, они очень хорошо красят, у них пигмента больше. Затем я эти трубочки слегка обработала лаком с водой в пропорциях 1 к 2, то есть 1 часть лака и 2 части воды. Но если вы в покраску добавите чуть больше лака, то в принципе обрабатывать и не нужно. То есть можно совместить, например, покраску и обработку. Ну и в этом кадре я начинаю плести брошку. Я беру 3 длинных трубочки, которые у меня имеются, одну складываю пополам, таким образом, как на видео, и одеваю ее на 2 других трубочки. У меня получилось 3 двойных стойки: левая, серединная и правая. Я беру трубочку следующую, складываю ее пополам, так как на видео, одеваю ее на левую двойную стойку и начинаю плести этой трубочкой, веревочкой в 2 трубочки, оплетаю серединную двойную стойку, правую двойную стойку. И там, где я плела последнюю правую двойную стойку, я рабочие трубочки поворачиваю в обратном направлении. Сначала первую трубочку я поворачиваю от себя за стойку, и вторую трубочку я поворачиваю на себя, таким образом, как на видео. Главное здесь не перепутать порядок поворота рабочих трубочек. И этими 2 рабочими трубочками я плету в обратную сторону, но уже обратной веревочкой в 2 трубочки. Если вам в этом видео непонятно, как происходит сам процесс, то обязательно посмотрите отдельное мое видео, где я показывала, как плести обратной веревочкой в 2 трубочки. Ссылку на то видео оставляю в верхнем углу видео в подсказках и в описании под этим видео. Дошла до левой двойной стойки. Здесь я так же, как и до этого, делаю разворот рабочих трубочек. Сначала делаю разворот рабочей трубочкой от себя, затем вторую рабочую трубочку разворачиваю к себе. И плету в обратную сторону, плету прямой веревочкой в 2 трубочки. Но уже здесь, в этом ряду, я разделяю вот эту серединную двойную стойку по одной стойке и оплетаю уже по одной трубочке. Вот таким образом, как на видео. Дохожу до правой двойной стойки. Здесь я также разворачиваю рабочие трубочки и плету в обратную сторону, обратной веревочкой в 2 трубочки. В этом кадре я начинаю плести уже 5-й ряд веревочкой в 2 трубочки в правую сторону. И здесь я уже разделяю двойную стойку и оплетаю уже по одной стойке. Здесь также на 5-м ряду я дохожу до тех серединных стоек, которые я разводила до этого, и добавляю по одной дополнительной стойке к этим серединным. У нас получается 2 двойные стойки серединные. Далее я плету по тому же принципу, то есть я дохожу до крайней двойной стойки, разделяю эту двойную стойку по одной, оплетаю по одной, разворачиваю рабочие трубочки в обратном направлении, плету до левой крайней стойки
И также разворачиваю рабочие трубочки в обратную сторону. Здесь в этом кадре я начинаю плести 7-й ряд, у меня еще есть двойные стойки, и именно на этом ряду я серединные двойные стойки также разделяю по одной и оплетаю по одной. В общей сложности я проплела 8 рядов, 8-й ряд я плету уже справа налево, и здесь в этом месте я показываю, что я одну из трубочек красных нарастила на белую трубочку, именно ту, которая идет под стойкой в этом месте. Далее я разворачиваю рабочие трубочки таким образом, как на видео, место наращивания скрывается. И с обратной стороны я ту рабочую трубочку, которая у меня осталась еще красного цвета, обрезаю, наращиваю на белую рабочую трубочку и плету в обратную сторону прямой веревочкой в 2 трубочки до крайней стойки. На крайней стойке я также делаю разворот 2 рабочими трубочками, но здесь я эти рабочие трубочки уже подрезаю в определенных местах, так как на видео, то есть одну трубочку я подрезаю прямо строго с изнаночной стороны, и вторую рабочую трубочку я подрезаю именно в том месте, где она будет у меня идти за крайнюю стойку. И наращиваю эти рабочие трубочки на зеленые трубочки. Нарастила в этих местах белые рабочие трубочки на зеленые и продолжаю плести веревочкой в 2 трубочки в обратную сторону, обратной веревочкой в 2 трубочки. Дохожу до левой крайней стойки, и сейчас я убираю эти рабочие трубочки зеленые. Одну я убираю, срезаю таким образом, как на видео, убираю к крайней стойке. Ну а следующую рабочую трубочку я обрезаю и прячу ее на второй крайней стойке. Арбузик практически готов. Сейчас я делаю самую простую загибку. Вы видите, что я беру каждую стойку, загибаю ее и, обрезая, укладываю, прячу ее в место исхода следующей стойки. Сейчас в этом кадре я смешиваю зеленую акриловую краску и черную. Черный добавляю совсем-совсем чуть-чуть, чтобы просто у меня получилась темно-зеленая краска. И вот этой краской, тоненькой кисточкой, я подкрашиваю загибку арбузика. Получается такая темно-зеленая корочка. Вы можете этим не заниматься. Вы можете просто срезать стойки красные, которые у вас имелись, и заменить их на темно-зеленые. На трубочки темно-зеленого цвета и сделать этими трубочками загибку. Тогда ничего подкрашивать и не нужно. Но я сделала именно так. И теперь в этом кадре я добавляю просто черные семечки. И брошка готова. С обратной стороны можно приклеить фурнитуру, но для этого я сначала приклеиваю фетр нужного цвета на обратную сторону. Я использую очень прочный клей, это клей Момент особо прочный, он очень хорошо склеивает детали разного материала, то есть дерево с металлом или ткань с металлом. Я этот клей использую для приклеивания магнитов, очень-очень прочный. Ну а саму фурнитуру брошки я также сначала пришила на кусочек небольшой фетра и затем это все приклеила на обратную сторону, где у меня также был фетр. И брошка готова. Вот такая вкусная, сочная летняя брошка у нас получилась, даже арбузика захотелось. Она обязательно подарит отличное настроение. Ну что, друзья, понравилась ли вам эта идея? Обязательно отпишитесь в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Может быть, у вас будут еще пожелания, что можно такого миниатюрного сплести из тонких трубочек. Мне очень хочется поэкспериментировать на эту тему, и я буду рада, если кто-то разделит это желание со мной. Обязательно пишите ваши пожелания, вопросы и просто отзывы в комментариях. И спасибо большое, что смотрите мои видео до конца, это огромная поддержка мне как автору и канала в целом. Также жмите на колокольчик рядом с кнопкой подписаться, тогда точно не пропустите новых идей и видео на канале. Желаю вам легкого плетения, вдохновения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!